Представители знака зодиака Девы. Девы мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, события до конца июня 2023 года. Что придет, что уйдет. Давайте сделаем таро прогноз на этот короткий период, 10 дней, где-то последняя декада. И посмотрим, может быть, какие-то итоги нам придется подвести. Или, может быть, есть что-то в вашей жизни, что вы хотите прояснить. И я надеюсь, что ваша интуиция вместе с образами карт помогут вам решить как-то вопрос или увидеть альтернативно какую-либо ситуацию. Конечно, будем реалистами, но вы как раз реалисты, мои дорогие девы, и все правильно понимаете, я уверена. У каждого своя какая-то жизненная история, а главное ситуация вокруг. Ну, давайте посмотрим, что думают для вашего знака зодиака вот на этот остаток июня карты Таро Иллюминатов. Так. Ну вот какая-то, смотрите, семерка мечей перевернулась, и нам хотят сказать, что где-то придется ловчее, хитрее быть. Может быть, обстановка вокруг вас такова, что люди с вами могут хитрить. И поэтому, как минимум, пополам делим, да, надвое. В чем-то мы не должны попасть в просак, или, может быть, согласиться на какую-то мутную договоренность, которая для нас впоследствии будут какие-то проблемы или вопросы мы будем решать в одиночку, да. Тут ведь бывает такое, обещается много, а потом по факту совсем далекое от ожиданий или от обещанного. Первая карта. Что придет? А что уйдет? Что мы, может быть, завершим? Чем дело кончится? Чем сердце успокоится? Что от нас скрыто? И мы достанем 3 карты. Это будут как события. Сами события. Может быть, одно событие. А может быть, что-то взаимосвязанное. Итак, что же придет? Правда, не случайно семерка мечей перевернулась, и у нас выпадает принцесса мечей. И это в этой колоде прообраз Медузы Горгоны. И мы все знаем по мифологии, что Медуза пострадала из-за своей доверчивости, наивности, из-за того, что она принимала за чистую монету, из-за того, что она где-то верила в какие-то святые идеалы, правда, не без этого. И в первую очередь, наверное, в порядочность. Поэтому тут по поводу порядочности, правда, надо быть аккуратными, точнее. И если для нас что-то совершенно недопустимо, это не значит, что люди думают точно так же. Мы сами должны себя защищать. И буквально быть внимательным к тому, как обстановка вокруг вас складывается. И даже какие-то места, в которых мы были, может быть, часто, которые для нас абсолютно знакомые, они могут где-то таить подвох. Так и люди, на которых мы надеемся, в последний момент могут сказать: а я не могу, или я передумала. Вот что-то такое может быть, поэтому, наверное, будьте прозорливыми. Руку на пульсе мы точно держим, и тогда у нас все получится наилучшим образом. Не случайно все-таки, правда, семерка мечей. Это приходит, значит, как минимум, может быть, одна какая-то ситуация в течение этого короткого периода, все-таки последняя декада, это, 10 дней, что это? Не глобальное что-то, но сами себя сохраняем. А что уйдет? Вместе с тем идут какие-то сожаления, то есть вы проясните какой-то вопрос. Вот я бы сказала так. Причем я так вижу, что эта ситуация скорее из прошлого тянется. Что-то для вас не ново, но вам захочется либо подвести итог, либо это может быть как своеобразная последняя капля, когда вы, может, и не ожидали каких-то чудес от человека. Вам какая-то персона была понятна, вы уже предчувствовали, что, нет, тут как-то скользко, мутно, непонятно, надеяться нельзя. Может быть, человек что-то либо скажет, либо сделает такое, когда уже, знаете, вот захочется последний аккорд, что называется, сыграть и сказать: все, пьеса закончена. И мы здесь именно разворачиваемся на 180 градусов и идем своим путем. Ведь это уходит. По 5 кубков какая-то прежняя разочаровывающая ситуация у нас окончательно заканчивается, потому что, видимо, мы видим какую-то реальность. И какова бы она ни была,
вы знаете, нам станет от этого легче, потому что что-то именно завершится. То, что было, вот знаете, нас, может быть, держало словно в заперти, да, мы не могли, может быть, от чего-то отказаться или думали, а может быть, я ошибаюсь, а может быть, нет, вот, ну, как-то тут может быть по-другому, может быть, это я сама себе надумала. Все же мы все разные, и здесь могут быть такие сомнения, например, из боязни обидеть человека мы можем поступать порядочно и думать, что, ну, наверное, раз я что-то не понял, второй раз как-то не понял, а иногда мы можем оправдывать вот так вот, сами того не желая, искать где-то причины, если вот глубоко философствовать, то точно мы найдем причины, почему человек так поступил. Наверное, миллион причин можем найти, но мы себя отодвинем на второй какой-то план и будем вот сидеть, рассуждать. А нам, видимо, в этот момент, может быть, это был не один такой урок, нужно просто сделать вывод раз и навсегда и в каких-то иллюзиях больше не находиться. Прощание с какой-то ситуацией, которая была со знаком минус, но, скорее всего, будет для этого какая-то предпосылка. Или, может быть, уже что-то у вас совершилось, и в последнюю декаду вы словно переориентируетесь. Вот этот самый разворот на 180 градусов у нас как по карте, да? У человека 3 разлитых кубка, и это уже произошло как бы. И из всего того, что нам как бы нужно сделать, это развернуться и увидеть эти два и идти своим путем. Но мы могли застрять как раз о чем-то сожалея. Вот каковы бы ни были сожаления, это было в прошлом. Вот там мы его и оставляем. Чем дело кончится? Ну, наверное, действительно не просто нам легче становится, а мы, когда принимаем реальность без эмоций. Вот это по карте колесница. Надо сказать, что пусть не в этой колоде, а в колоде Таро Висконти Сфорца именно карта колесницы. И, кстати, есть такая итальянская тоже колода романтического Таро. Там тоже не про романтику, там про конкретику. Она из старших арканов состоит. Вот в этих двух колодах карта колесницы означает успех и удачу. Я специально озвучиваю это значение, потому что все-таки, ну, вот разные бывают, тем не менее, позиции. А в колоде 78 дверей это вообще какой-то успех, это какая-то популярность, то есть, ну, все равно со знаком как, плюс, таким увесистым. Здесь нам карта говорит лишь о том, что мы устремляемся вперед, у кого-то могут пройти буквально переезды, или мы совершили переезд, мы в чем-то окончательно поставим точку, увидим какую-то ситуацию. И тут самый главный посыл в этой колоде – отпускай все то, что от тебя уходит. Видимо, правда, какой-то итог мы подводим. И встречай все то, что приходит на твой порог. Здесь словно Вселенная нам откроет какие-то врата, новые возможности. И для нас будет важно где-то не анализировать, а правда с чем-то, вот как, знаете, демаркационную линию провести. И даже если это касается каких-то людей или какой-то ситуации, может быть, и вещей, кстати, такое тоже может быть. Но, значит, не сожалейте, будет что-то лучшее, большее, счастливое, что придаст и вдохновение, и уверенности в себе. Сама по себе перемена какая-то. И чем дело кончится к переменам, значит, какие-то итоги вы подводите, и перед нами совершенно новые просторы и возможности. Ну, как и успех, как и, наверное, ну, успех мы все знаем, особенно вы, мои дорогие девы, что это наша настойчивость, где-то выдержка, терпение, может быть и мужество, идти вперед при любой погоде. Но, видимо, за эти ценные качества вы будете вознаграждены. И чем сердце успокоится, мы какой-то путь должны пройти в одиночку. Правда, какое-то решение мы должны принять сами, не по чьим-то советам. Это как Диоген с фонарем, который идет своим путем, какой-то своей дорогой. И вот этот фонарь – это не что иное, как прообраз нашей интуиции. И по преданию он включается в нужное время, значит, надо прислушаться где-то, как велением собственной души, подсказкам своего шестого чувства. Так и продолжить какой-то свой путь, какую-то свою индивидуальность. Вы сейчас сами на пороге перемен каких-то и важных событий в вашей жизни. Поэтому нужно уделить внимание только тому, что вы хотите достичь. По карте отшельник, ведь он идет один. И поэтому мы, когда одни сами, может быть,
надеемся на себя. Это тоже сильная позиция в том, что нам ничто не угрожает. Мы правильно можем рассчитать свои действия. Мы правильно можем подметить обстановку, какие-то обстоятельства вокруг нас. А меня смотрят люди из разных стран. Вот поэтому будет ваша прозорливость, внимательность и, знаете, проницательность играть очень важную роль. Этим как будто успокаивается сердце. Вы сами себя, мои дорогие девы, можете поблагодарить за то, что либо от чего-то откажетесь, буквально так. И даже если мы буквально вынуждены развернуться и пойти вот так налегке, значит, в этом тоже есть какой-то смысл. Я люблю эту карту за то, что, когда она мне выпадает, я знаю точно, мне ничто и никто не мешает осуществить мой проект. И пусть это будет касаться чего-то даже мелкого на бытовом уровне, какой-то ваш, может быть, план на 10 дней, или это какой-то вашей цели, намерения касается, значит, тоже нет помех. Может быть подсказка с учетом принцессы мечей, что мы можем действовать как-то иррационально. Мы должны, возможно, применить даже те методы, которые мы прежде не применяли. Может быть, от вас потребуются действия, которые сродни «я никогда так не делал» или «я никогда так не поступала», или «для меня прежде это было просто недопустимо, а теперь в самый раз». Поэтому вот эти мысли, так и действия свои не гоните. Тут сама по себе какая-то идет альтернатива, которая и с переменами, которые вокруг вас, как будто тут ведь происходят какие-то изменения в обстановке, которая вас окружает. И она словно вторично заставляет вас измениться, мои дорогие девы. Ну, у каждого какая-то своя задумка, своя обстановка, но так или иначе есть взаимодействие ваших собственных желаний от той окружающей действительности, в которой вы находитесь. Но этим как будто как раз и сердце успокаивается. И дело-то, оно не заканчивается, а оно только все начинается. У кого-то может проиграться скорый переезд, и вы тогда останетесь довольны. Или мы говорим, чем дело кончится, какой-то поездкой. Может быть, это кратковременная какая-то поездка, может быть, даже без точного маршрута. Может быть, вам спонтанно захочется уйти от какой-то ситуации. Вы сядете и уедете на какой-то короткий срок. Поверьте, это тоже будет правильно. Для кого-то будет даже правильно выйти, может быть, на пару дней из той обстановки, в которой вы находитесь. Своего рода как отдых себе дать, паузу какую-то взять, чтобы что-то, может быть, переосмыслить или просто отключить всякие эмоции и всяческое какое-то вот эту глубокую философию на мелком месте может помочь именно какая-то поездка или прояснить какой-то вопрос. Идем дальше. Что от нас скрыто, правда? Вот несмотря на какие-то переживания, на какие-то разочарования, вы как будто на данный период времени можете не видеть полноту жизни, счастья, что вас ждет, наверное, уже где-то в июле, может быть, последние числа июня, вы увидите и поблагодарите самого себя или саму себя за вовремя принятые и правильно принятые решения, выводы, или за то, что вы правильно сориентировались в какой-то обстановке, буквально рассчитывали на себя или куда-то поехали. Туз кубков, посмотрите, амброзия вроде как через край переливается. И это баланс, не только эмоциональный, баланс счастья, удовольствия, как от принятых решений, так и когда мы собой довольны. У кого-то это может проиграться и в личной ведь жизни, вот такая ситуация, но так или иначе. Какой-то, как и счастье, как и успех, и как минимум какая-то радость. Она впереди нас ждет. Это совсем ближайшее какое-то будущее, когда мы, даже если мы сами себя, мы говорим, поблагодарим, значит, это будет какая-то победа очень значимая для вас. И вы на какой-то период, может быть, начальный, вот этой последней декады можете пока не видеть. Вот ведь у нас по пятерке кубков что уходит, да, есть какое-то разочарование или есть то, что нам, ну, как-то болезненно отпускать, а вот реальность заставляет. И оно того стоит, потому что, посмотрите, не сравнится туз кубков вот с какими-то разочарованиями. Одним словом, нам только вперед, мои дорогие девы. Видимо, какой-то новый порядок из хаоса будете отстраивать. Точно, будете отстраивать. Одна из лучших карт в колоде, это мы на события уже смотрим.
На работу и на деньги, поэтому деньги будут или деньги мы заработаем. Это карта профессионала на данный момент, и как будто мы можем и карьеру построить, и даже на новом месте, вот, кстати, рядом с восьмеркой кубков, доказать свой профессионализм или подтвердить. У кого-то ведь и так может проиграться, что может быть дополнительное какое-то обучение кому-то нужно будет, или сдача языка, например, да, на какую-то там категорию, может быть, что-то подтвердить нужно. Но что бы мы тут ни делали, это для нас в плюс, причем большой, увесистый, когда мы подтверждаем профессионализм и в будущем как и деньги, финансовая стабильность, так и наш собственный успех не заставить себя долго ждать. Но выбор мы какой-то должны сделать. Или, правда, мы куда-то можем засобираться, даже если вы какой-то предыдущий период времени допускали, что может быть поездка. Или я могу переехать. Здесь вы можете поменять, мои дорогие, как место этой дислокации, отправиться, например, совершенно в другую страну, местность, город, куда угодно. Именно исходя из каких-то возможностей и обстоятельств вокруг вас. Или для кого-то это выбор будет, который касаться, может быть, через работу или через вашу деятельность. Вы тоже словно от чего-то откажетесь и устремитесь вперед. И может быть период, когда темновато, вот, наверное, где-то перекликается с пятеркой кубков, когда, ну, есть разочарование, увы, что-то, ну, болезненно оставить, или какая-то ситуация, может быть, недопонимание сложилось, и вы можете себе спрашивать у себя, точнее, почему так случилось, ну как так могло быть, ну как человек так мог поступить. И сколько тут у себя не спрашивай, не задавай себе этот вопрос, это не в вашей плоскости, это в другой какой-то плоскости находится. И наша задача просто выйти из вот такого какого-то замкнутого круга или состояния буквально стопора. Человек по восьмерке кубков просто повернулся спиной к кубкам и идет вперед. И даже если еще темновато, дорогу осилит идущий. Поэтому да, вопрос мужества где-то, решимости, принять какую-то реальность, рассчитываем на себя. Значит, наш какой-то тезис-план должен стоять, ну, в центре нашего внимания. Какую-то цель мы не должны упускать. Так и здесь по восьмерке кубков мы какой-то Гордиев узел можем распутать, вот как этот отшельник. Отшельник все же мудрец. Какую-то тайну словно разгадать. Или, может быть, обстоятельства так сложатся, что ну вот то, собственно, с чего я начинала, что какая-то правда сама у вас словно на поверхность выйдет и заставит вас принять как и решение, так и совершить какую-то поездку. И здесь у каждого по-своему. Но так или иначе, ваши позиции достаточно прочны и есть какой-то прогресс по карте восьмерка пентаклей. Нам это обещают. Ну и, безусловно, у нас принцесса кубков. Вообще это карта музы, карта вдохновения. Вы знаете, тут не просто прощание с какой-то ситуацией будет, а, как я говорила, легче станет на душе. Как будто мы можем, кстати, определиться, может быть, в выборе человека, может быть, правда, по отношениям. У кого-то сейчас своего рода выбор идет. Останусь я с этим человеком или нет, могу ли я ему доверять или нет. И, может быть, есть два человека, вполне вероятно, и вам нужно так вот переоценить, кто мой друг, а кто враг, а кто и так. Равнодушные люди – это большая проблема, потому что никогда не знаешь, что от них ожидать. И вот нас должны окружать лишь те, которым мы доверяем. Хотя больше-то мы именно в эти 10 дней концентрируемся на себе. Ну и правда, мы основа всего. Но здесь как будто есть вдохновение, значит, быстро пройдет какой-то период, вы примете какую-то реальность как данность и устремитесь буквально с картой колесницы вперед. И поэтому будет и хорошее настроение, будет и вдохновение, и какой-то вы свой творческий проект. Особенно если вы люди творческих профессий, может, книгу пишете, картину пишете. Ну что-то такое, что-то вы творите. Или, предположим, вы парикмахер, и все равно это творческая профессия. Или у вас какое-то ремесло, но тоже вы его делаете с вдохновением. Где-то через ваше вдохновение вас ждет как увеличение финансов, как и роста вашей популярности, как изменение в вашей жизни. Здесь можете согласиться на какое-то предложение, которое основано именно на какой-то вашей деятельности. Вас могут заметить, вам могут сделать такое интересное предложение. Или у кого-то это может быть еще какой-то новый творческий проект, который тоже нам сулит финансы, так или иначе.
Несмотря на то, что принцесса кубков – это приятные эмоции и, как я сказала, вдохновение, у нас рядом с принцессой изображен кубок. Оттуда выглядывает рыбья голова. А именно рыбы – это знак финансового благополучия, благополучия вообще. Поэтому мы как будто свое вдохновение переводим в какой-то материальный эффект, в какую-то конкретику. И ведь это вот такие события, они могут способствовать, кстати, тому, что мы более куда-то уверенно можем поехать или изменить как минимум планы или принять решение. Интересный период за 10 дней. Здесь, знаете, у кого-то может быть одно какое-то дело или один какой-то пункт в вашей жизни, и может быть вот то решение, которое мы думали, мозг так устроен, что мы можем думать месяцами. А вообще, если перевести на физиологию, где-то за считанные секунды от 5 до 15 физиологически наш мозг принимает решение. Вот здесь может быть вот такой короткий период, который длиною в полжизни. Может быть и так. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы и любимы всегда.